А в этом видео вы узнаете, как я начинал, где нашел команду, первые проблемы и что мы делаем сейчас. Поехали! Всем привет, я Саммон, и в этом видео я расскажу, как мы делаем игру PowerCool VR. Будет интересно, не переключайтесь. Итак, начнем по порядку. Идея создания игры пришла мне в октябре 2022 года. К тому времени я совсем ничего не знал. Я думал, что для создания игры нужен всего лишь один программист. Но как же я ошибался. Я искал программиста везде. Колледжи, друзья, знакомые. Но все без толку. Пока я не наткнулся на это видео. Оказалось, что для создания игры нужен не только программист, а еще саунд-дизайнер, концепт-художник, композитор, программист, геймдизайнер и другие. В этом же видео я узнал, что все эти ребята сидят в геймдеве. А у геймдева есть свой сайт, где эти ребята выкладывают свои резюме. Там же я выложил объявление, в котором указал, что я ищу людей с энтузиазмом, которые будут работать на меня с процентом от продаж. Естественно, таких людей было мало, и мне пришлось писать самому, каждому. Кто-то отказался, а кто-то вообще не отвечал, но были те, кто согласился, а некоторые писали мне сами. Я пролистал все страницы на геймдеве, и тем самым я собрал супер команду. Хотелось бы рассказать про каждого. Илья Минин в роли саунд-дизайнера, Азамат Аслаев – концепт-художник, Александр Тиунов и Артем Меркушев – программисты, Миша Тиньковский – геймдизайнер, Денис Говорков – 3D-моделлер, он же аниматор, Денис Дробыш – сценарист и нарративный дизайнер. А теперь к истории. Рассказывать всех подробностей я не буду, потому что видео может затянуться. Поэтому начну и буду продолжать, естественно, с самого основного. Сначала Азамат сделал начальный логотип в двух вариантах. Он будет дополняться, но даже в этом варианте он выглядит довольно классно. Параллельно Илья делал музыку для главного меню. У брата Ильи есть своя компьютерная мастерская, и нам это было на руку, потому что Илья смог записать там прекрасные звуки комплектующих, отдирание пленок, использование инструментов и многие другие, из чего в будущем он будет комплементировать это все в движок. Кто прожаренный, тот понял, но я на самом деле ничего не понял. Дальше Денис начал писать сценарий, но я его не расскажу, потому что я не спойлерщик. Мы будем тянуть интригу до конца. Скажу только одно, в демо-игре будет 5 заданий. В этой демо-игре мы хотим показать все наши способности, чтобы в обновлениях ее только улучшать и добавлять все новые элементы и механики. После логотипа Азамат приступил к проектированию комнаты для демо-версии игры. Это было очень сложно, потому что все хотели добавить что-то свое, и в итоге это заняло целых полмесяца. К тому моменту я скачал Blender. Мне очень понравилось моделировать, и поэтому я решил моделировать часть элементов для демо-версии игры. И так как это начало, примитивных моделей было достаточно, и поэтому я приступил. Сейчас мы работаем по схожему принципу. Я делаю примитивные модели, а Денис Говорков, который 3D-моделлер, дорабатывает их и усовершенствует. Программисты тем временем принялись изучать новую технологию – VR. Написали простенький билд, а Артем протестировал игру на VR-очках своего друга. Проблема в том, что камера крутилась, а джойстиков не было, точнее контроллеров. Что ж, Илья написал музыку для главного меню. Фишка нашей игры – сборки ПК будущего, и в будущем у каждого будет свой кастомный ПК. Игра фантастическая, поэтому на реальный мир не так похожа. По нашему мнению, ПК бабушек будет выглядеть так, а ПК архитектора так.
Все было хорошо, вплоть до этого момента. Привет. Слушай, я, наверное, покидаю проект. Дело в том, что из-за работы у меня в последнее время нет времени на игру. Да и если честно, я не думаю, что она выйдет вообще. Проект стоит на месте. Прогресса нет. Команда несерьезно относится ко всему этому. Да и времени особо у других, как и у меня, нет. Тогдашний геймдизайнер Иван покинул нас. На следующий день. Привет. Извини, Сань, я ухожу из проекта. Но я его уговорил, поэтому теперь он помощник Артема. Вот такие вот дела. А сейчас мы работаем над визуальной частью нашей комнаты. Ну а видео подошло к концу. Если вы хотите за нами следить и даже общаться со всей командой, подписывайтесь на наш Discord и группу ВК. Но в Дискорде больше информации, поэтому переходите туда сразу же. Ссылку вы найдете в описании. До встречи в следующем выпуске. Так, надоело. До встречи в следующем выпуске. Пока. Лёня! One eternity later. A few moments later. A few inches later. Всем привет, я Самый. Вот, да? Запись. Камера идет, да? Камера? Мотор? Мотор? Да. Камера, мотор? Камера, мотор. Кто отказался? Кто-то кусался.